Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Вчера у нас был расклад о негативных моментах, да, о наших болезненных таких местах. А сегодня хочу посмотреть, что же положительного. Ведь всегда есть две стороны, да. Поэтому сегодня попробуем разглядеть, чего нам хотят подсказать высшие силы, к чему нам эти проработки себя приведут, куда мы идем. Ну и совет от предков рода. Первый зеленый, второй белый, третий синий. Выбирайте ваш вариант. Так, по предварительной подготовке карт придется пройти какой-то промежуток времени для того, чтобы обрести счастье. Так, по оракулу теней. Страх сближения с кем бы то ни было, страх общения в определенном кругу людей. Это и страх новых отношений, страх довериться новым людям, поверить в них. А для кого-то здесь страх работы с родом на местах силы, либо же на кладбище. И по Таро Веретника. Ну, скажем так, влияние есть, да. Предупреждения будут по поводу влияния, но посмотрим, для чего вам это. Итак, надеюсь, вы уже определились, каждый со своим вариантом. А я буду начинать с первого. Зеленые камушки, я вас приветствую. Давайте посмотрим для вас послание от высших сил. Что вам хорошего предстоит пережить в будущем. Для чего вас и куда ведут, да? Так, ну глядите, здесь, конечно, несколько вариантов есть. Во-первых, кто-то из вас будет переходить в стабильность касаемо финансов, касаемо своей жизни, то есть берете все под свой контроль. Но здесь мужские энергии. Если девочки, это тоже о вас, о мужских энергиях сейчас. Но есть такой момент, что вы под влиянием, вы от чего-то зависимы, и фортуна повернется таким образом, что у вас появится шанс по справедливости вернуть то, что принадлежит вам, стать на свой путь жизненный. Здесь что-то из области, когда вы проживали жизнь, как будто не свою. То есть ваши шансы от вас забирали, уводили, крали, ну и тому подобное. Но здесь по справедливости все будет восстановлено на круги своя. Радоваться будете, праздновать будете. Смотрите, что-то с домом, с семьей связано, может быть, либо с вашими личными достижениями. Здесь как свершится ваша мечта. Глядите, здесь еще был такой момент, что ваши надежды, чаяния были растоптаны какой-то личностью, которая утверждается за счет других. Сейчас посмотрим, что там по справедливости будет. Ну, глядите, если кто
смотрит по своему бывшему партнеру, то там по справедливости товарища накроет. Да, здесь может быть такое, что вы смотрите на своего бывшего мужа, либо же кто смотрит на свою бывшую жену. Здесь были либо, могут быть поползновения к вам, но возрождение захотят вашей чувственности, понимаете, вашей искренности. Но вам нужно прислушаться к внутреннему голосу своему и понять, что да, вы выиграли войну, но интересен ли вам ее исход на данном промежутке вашей жизни? Здесь смотрите, первый вариант. У вас появляется шанс. Возможно, вы себя чистили с собратами, отправили недоброжелателям все, что положено было отправить им, и они попытаются к вам, к вашей стабильности присоседиться. Возможно, у вас какой-то шанс появился, понимаете? Новая работа, к примеру, новое начинание, и вот все хорошо складывается, да? Ну, тут и проработать вот эти растоптанные надежды нужно вам в любом случае. Вам из чувственности нужно перейти в стабильность, в королеву Пентаклей, в человека, который имеет цели и идет к ним. То есть здесь нужно включать свою амбициозность. Вам дается на это шанс. Не упустите его. Проработайте вот эти свои разочарования, пропустите их через себя и выходите в стабильность. Даже свеча потухла. Тяжело вам идти к своей мечте, к тому, чтобы загораться своими идеями и продвигать их в физическом мире. Да, тяжело, ребят, но по-другому никак. Вот вам подворачивается шанс, и вам нужно не сидеть в воспоминаниях, а двигаться дальше. И возрождать не отношения, которые в прошлом потерпели фиаско, а возрождать саму себя, самого себя. Этот человек, который вас предал, он надеется на возрождение отношений и знаете, как прям ликует, что все у него выйдет, все получится. Ну, а там уже вам решать, куда вы будете направлять свою энергию, либо во что-то новое, и ухватитесь за эту фортуну, либо же будете сливать на прошлое свою и энергию, и потенциал. Здесь закладка на будущее в плане финансов, в плане вашей стабильности. Здесь как человек, который хорошо стоит на ногах, да, в финансовом плане, так и человек, который четко знает, чего он хочет и куда ему нужно идти. Вот вам нужно стать этим человеком и защищать свои границы. Вот видите, как этот медведь защищает вход в пещеру. Он стоит и видит все, что вокруг него происходит. Но войти туда он не даст абы кому. Не переживайте, облегчение к вам придет. Так, давайте по оракулу теней посмотрю. Что вам высшие силы хотят сказать сейчас? Ребятки, не делайте ничего из чувства долга.
Ни для кого, ни для чего. Поймите, что баланс восстановится, но не обманывайте себя. Делайте лишь то, что хочется делать вам. И здесь прощение. Вам нужно простить человека. Если что-то у вас из головы не выходит, рвите привязки, с свечами поработайте. За счет внутренней красоты своей, вы понимаете, вы можете перебороть эту ситуацию. Вы себя где-то подняли на определенных вибрациях. И да, с вами попытаются выйти на контакт, наладить отношения, но при этом попытаются и вас прогнуть под ситуацию, под себя, понимаете, сделать так, как кому-то, чтобы вы сделали так, как кому-то удобно. Тут по справедливости все восстановится так, как будет лучше для вас. Главное, не совершите ошибку. Не думайте, что человек придет к вам с благими намерениями. Нет. Возможно, вы когда-то ждали, чтобы человек вернулся к вам в вашу жизнь. Но он возвращается не потому, что что-то осознал. Здесь он возвращается, потому что ему по справедливости отлетело. Итак, давайте теперь от рода посмотрим, что бы вам род хотел передать. Может предупредить о чем, предостеречь. Ребят, да, здесь человек получил расплату за определенные свои деяния против вас. И сейчас уточню. Нет, смотрите, будьте осторожны, не нужно никому сострадать. Да, у вас это есть. Я же сказала, внутренняя красота, но по вашему прошлому, человек из прошлого здесь, кроме того, что будет использовать приемы любовной магии, то есть попытается на вас приворот надеть, он еще также попытается на вас сбросить свои проблемы. Либо же к вам начнут притягиваться ситуации, где вокруг вас будут эти проблемы, люди как ополчатся и начнут вас там в чем-то обвинять, либо какие-то неприятные конфликтные ситуации начнут возникать. Вот отслеживайте, появился человек в вашей жизни и что у вас начинается. То есть либо вам фартит и идет удача, либо же появляется человек вроде как с благими намерениями, да, на восстановление отношений, а у вас по итогу начинает ваш баланс рушиться. Все, значит, от этого человека идет негатив. И да, здесь человек будет на вас производить магические влияния. То есть будьте к этому готовы, подготавливайтесь, настраивайтесь на свой новый путь. Смотрите, время у вас еще есть подготовиться. Тут или в любовный треугольник вас захотят втащить, либо же, в любом случае вы будете третьим лишним. Вас будут использовать. Вы нужны только для того, чтобы человеку либо поднять самооценку, либо же просто к вам удобно обратиться, либо же вы карманный психолог, либо как в общем, вы меня поняли. Здесь четкое использование ваших ресурсов, вас. Оно вам не нужно. Это вообще никому не нужно.
Вы должны исцеляться от магических воздействий приворотной тематики. Рыба, вода в подношение богам обязательно. В подношению роду то же самое. Вот так вот первый вариант для вас сегодня получилось. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока. Так, второй вариант. Белые камушки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что же вам хотят сказать высшие силы, к чему вас готовят, что хорошего к вам идет по судьбе. Не знаю, не люблю я это слово особо, потому что идет по судьбе. Судьбу мы делаем и творим сами, как я считаю. Само, как говорится, да, к берегу приплывает лишь говно. За жемчугом нужно нырять. Вот, посмотрим. Нырнете вы и что получите? Ух ты, ё. Ух ты, ё. Ха-ха. Ну, что вы получите? Вы получите свой магический дар, это раз. Открытие способностей 2. Это все вам от рода идет. Здесь вы начинаете управлять своей жизнью и судьбой самостоятельно. Что это означает? То есть вы не сидите на месте. Вы знаете, чтобы чего-то достичь, нужно сделать это и вот это. Если я хочу достойного партнера, я не ведусь на вот этих и этих товарищей. Если я хочу почистить свое окружение и не вращаться в кругу двуличных личностей, вот этого и вот этого я убираю, потому что, ну, я офигел, я хочу лучшего, и, да, в принципе, с меня хватит. Вот что это означает. Плюс здесь у кого-то открытие собственного дела. Если для мужчин, здесь, знаете, как мужской ресурс, энергия к вам возвращается. Если были привороты, да, вы были в отношениях вот с такими дамами, здесь восстановление вашего ресурса. Что-то вы, возможно, да невозможно, по суду не придет такой набор шикарный из... Ну, род не предоставит такой шикарный набор тому человеку, который не прорабатывал себя и, ну, не повышал свои вибрации. Посмотрим дальше. Ух ты! Ну да, здесь, парни, здесь за вас информация пошла. Вас классно вдвинули, просто вдвинули вашу мужскую силу. Вы могли потерять статусность, уважение людей, да много чего вы могли потерять. Это кармическая ситуация, вы должны были ее пройти. Разбитое сердце было, влияние на вас были, однозначно. Очень тяжело выходили из этого состояния. И выходите. Здесь знаете как... Идет задаток на то, чтобы вы перестали грустить, ревновать, сожалеть о прошлых своих отношениях. Не обязательно это может быть партнер. Может быть, ваш лучший друг вас предал. Ну, допустим, вы дружили там с детства, да, или, ну, вот такого плана вы человеку доверяли.
Здесь еще второй вариант сегодня, конечно, необычный. Вот почему-то мальчикам больше информация идет. Ну, девочки, если смотрите, вас это также касается. Значит, у вас вообще превалируют мужские энергии, знаете, такие жесткие. Не впадайте в скуку, ребят, вас вот сейчас тоже будут проверять на это. Ну, не нужно погружаться в прошлое и поддаваться каким-то моментам, вот знаете, а пойду-ка я бухну, а пойду-ка я нюхну, а пойду-ка я ни черта не поделаю. Вам нужно в императора выходить, понимаете? И здесь вас из этого ресурса хотят скинуть до короля жезлов. То есть привлечение по нижним чакрам по-любому у вас есть, каналы обрезать вам тоже нужно эти. Тут, понимаете, тут ситуаций может быть много, почему это притянулось в вашу жизнь. Либо вы несанкционированно на кого-то что-то делали, либо с кем-то подло поступили, и вам эта ситуация пришла, либо же вы развязываете кармические узлы из прошлых жизней. Очень много вариантов. Есть еще один вариант, что благодаря какому-то разочарованию в ком-то в отношениях вы сейчас учитесь управлять своей силой, своим даром для того, чтобы научиться сотрудничать с темными со своего рода. Но будьте осторожны, вот этот вариант для очень маленького процента людей, вот совсем для очень маленького, кто это услышит. Здесь больше идет акцент на то, чтобы вы на данный момент не поддавались на вот эти низменные свои прихоти. Здесь, грубо говоря, проверка на вшивость идет. Либо вы получите вот эту статусность и свое место императора и мага, управителя своей судьбы, либо же это все сольете на переживания, на ревность, на какие-то скучания по поводу какого-то партнера, возможно, и из прошлого, в любом случае из прошлого, либо человек, который вас на данный момент разочаровал, значит, уходите от этих разочарований, ну, вы сливаете свой шанс стать тем, кем я уже описала. У вас есть шанс на новые возможности, ребят. Но только посмотрите внимательно, кто является причиной вашей скуки, вашего разбитого сердца. Если этот человек из прошлого, которого вы предали в свое время и сейчас вас тянет к нему, это отработка. И вас проверяют через ваши низы. Те, кто уже умудрился эти низы пополоскать, в удовлетворении, ну, значит, слили часть энергии. Значит, вы 15-й аркан не прорабатываете, не проходите. Так, давайте посмотрим. Здесь тяжело, вот особенно кто из парней смотрит. Здесь, конечно, вы вроде как что-то и соображаете, вроде как прозрение какое-то наступает, а потом вас как накрывает. Ну, потому что под программами определенными вы, ребята, вы разберитесь в том, кто на самом деле в вашей жизни вам лепит и привороты, и всякую остальную белиберду, чтобы вы не стали императором.
И не факт, что это тот человек, о котором вы думаете. Далеко не факт. Если вы параллельно, думаете о том, что это человек, к примеру, из прошлого, которого вы обидели, и считаете, что вы обиженка, вы сидите в жертве, при этом находясь в удобных для вас отношениях, у вас там свой диван, допустим, есть, да, я, конечно, утрирую, но это факт, то, не надо думать, что человек из прошлого по вам работает. Нет, посмотрите рядом с кем на самом деле вы находитесь. И почему вы продолжаете сидеть на этом продавленном диване, а не двигаться, решать проблемы с прошлым для начала, решать проблемы с бухлом на минуточку со своим, решать проблемы вообще глобально. То есть разобраться вам надо. Так, вам чистка нужна, я же сказала. Да, чистка, ребят, вам надо исцеляться. Вам нужно чистить ваше пространство. Как видите, вот то, что я сказала, тут же подтверждается. Не с теми людьми вы рядом находитесь. Далеко не с теми людьми. Чистите свое окружение. Прежде чем восторжествует справедливость, еще пройдет какое-то время, род вам его дает в запас. Тут, знаете, или же вы открываете глаза, или же вы продолжаете сидеть с ними, но там, где вам удобно. Либо вы встаете и, извините, становитесь мужчинами. Если кто девочки смотрят, та же ситуация, только здесь вы должны управлять своей жизнью сами. И почистить окружение тоже обязательно. Здесь в окружении зарыто. Что там говорится? Зарывают там. В общем, подвох в вашем окружении. Это те люди, которые с вами ежедневно в контакте находятся. Не нужно грешить на людей из прошлого. Если вы страдаете по ком-то из прошлого, но вы знаете, что вы там начудили тоже неплохо, то, да, вам вернулось за то, что вы обидели человека. Вот тем состоянием, в котором вы находитесь. Но вам дается, вы что-то проработали. И вам дается шанс вылезти из кабалы вечных приворотов. Понимаете? И тут задача понять, ваша задача понять, что нужно чистить не только себя, но и свое окружение, свой разум, свои мысли, свой вообще подход к этому миру, к этой жизни. Иначе вы выйдете из этой кабалы, но войдете в новую, где снова будете по нижним чакрам притянуты другой женщиной. И так будет до тех пор, этих женщин может быть у вас 100 штук. И будет это до тех пор, пока вы будете жить в этом мире и пока вы не пройдете свой урок, что вы выбираете неверных партнеров. Вот, девочки, не обижайтесь, но больше как для мальчиков идет мне. Вот прям для них послание. Помощь у вас есть. Вы просили об этой помощи, потому что у вас развалились ваши иллюзии, очки разбились стеклами вовнутрь, у вас падение в статусе, удача от вас ушла, у некоторых вплоть до нищеты, то есть финансовый канал у вас перебит напрочь.
определенная личность в вашем, скорее всего, что здесь у нас что? Да, здесь на вас приворот однозначно есть от некой дамы, и ваши все дары судьбы уходят к ней. Понимаете как? Здесь вас высшие силы выводят на духовность, ребятки. Что-то вы отработали, какой-то вы урок прошли. У вас есть шанс, не знаю, воспользуетесь ли вы. Неупокоенных много на вас. Откровения будьте сами с собой, тем более вы видите, во снах вам приходят подсказки по поводу вашего разочарования и туда, куда вы пришли на данный момент своей жизни. Треугольники какие-то, пожалуйста. Кого тащили третьим в отношениях в прошлом? На кого сделали? Вы не на того человека просто сделали когда-то ставки. Вот и все, ребята. Все, да, вы просрали свой шанс. Вы просрали, но у вас... у вас, знаете, как безвыходных ситуаций нет, пока вы не в гробу. Вопросы с прошлым решите, ну, в конце концов, есть у вас яйца или их нет, вы их растеряли. Признайте свою ошибку, пойдите, решите этот вопрос и извинитесь вообще. Если много гордыни, тогда, конечно, ну, этот бы расклад был не о вас. Здесь люди, у которых есть шанс. Шанс на то, чтобы стать мужчиной. Давайте я вот так вот скажу. Вот реально вернуть весь свой потенциал себе. У некоторых из вас даже, ну, в прямом смысле слова, проблема с потенцией. Это из-за того, что женщина забирает все ваше, вы в состоянии жертвы находитесь. Это для того, чтобы вот эта вот ситуация, для того, чтобы вы вышли в духовность. Вас ударили по деньгам, ну, потому что мужчины по-другому, увы, у нас не понимают, что что-то не так в их жизни. Ну и другие, конечно, люди. И женщины есть тоже на таких вибрациях. В общем, не суть важно. Давайте здесь без обид, я надеюсь. И глядите, ребят, вы с кем-то, потому что вам удобно, понимаете? Ну, но внутри у вас ни черта не удобно. Внутри вы просто, ну, сходите с ума. По чуть-чуть, каждый день, каждую минуту. Уверенно идем ко дну. У вас есть шанс выйти. Решайте вопросы с прошлым, если что-то у вас гложет. Решайте вопросы с прошлым. Возможно, в прошлом вы найдете подсказки, если по-человечески подойдете к решению этого вопроса, а не с гонором, да? Вам из прошлого человек много какие подсказки может дать. Это раз. Во-вторых, и очень, наверное, во-первых, вам нужно вымести из своего окружения людей определенного склада. Видимо, когда-то и вы были такими же, как те, кто сейчас пользуется вами. Вы кем-то попользовались. Ну, вот эта вот ситуация просто так не придет, и это факты, это нужно признать, принять и проработать, идти дальше. По-другому никак. Если зациклитесь, ну, я вам сказала, что может быть. Ударитесь, тем более мальчики. В любой непонятной ситуации мы бухаем, либо ударяемся в работу, и единицы из вас уходят в горы в аскетизм. Большинство заводят любовниц, и не одну, дабы как-то себя сбалансировать. Но там свои нюансы, нарабатываете негатив. И себя сливаете еще больше. В общем, ладно, это долго объяснять. Основную идею вы, в принципе, поняли. Вот для чего вам все это и куда вас выводят. Понимаете, будете отталкиваться от того, где вам выгодно. Не ждите сюрпризов и не мечтайте, что у вас, ну, будет все так, как прежде. Возможно, вы вообще в свое время использовали чужой ресурс другого человека и не дали ничего взамен, но вот теперь вот эта вот пустота внутренняя, она к вам вернулась. Я вас поздравляю, вас выводят.
Вас учат человечности, господа. И да, что-то вы здесь прошли. Не все, далеко не все, чуть-чуть. И за это чуть-чуть вам хотят сделать послабление свыше, но воспользуетесь ли вы этим, думать вам. Когда есть даже шанс на изменение в лучшую сторону, это хороший прогноз, хочу я вам сказать. Но своих нюансов здесь, чрезмерно дофига. Так что вот так вот, ребят. Итак, второй вариант. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями от увиденного до услышанного. И желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока. Третий вариант. Голубые камушки. Я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, чего тут вам желают высшие передать. Чего хорошего в вашей жизни может случиться. Здесь я смотрю по сегодняшнему раскладу или-или. То есть каждого поставят на выбор. Уже поставили, по сути. Интересно посмотреть, что же у вас, что вам светит, если вы прорабатываете, и что проработать нужно. Поехали. Конь. Конь, ребята, конь. О чем здесь речь может быть? Конь. Вы должны научиться управлять сами собой, контролировать себя. Должны найти пути к исцелению. Исцелять любые ситуации, которые вас вводят в состояние выносливости, где вы что-то должны терпеть. Что-то вам еще неизвестно откроется. И здесь знаете чего, ребят? Ребят. Короче так, управление собственными эмоциями, любыми методами самоисцеляйте. Те ситуации, когда вас пытаются высадить на эмоции, прокачать, обидеть, унизить, Извините, идет слово «захерить» в ваши умения, понимаете? Вот как только вы пребываете в таких настроях, вот упаднических, да, или там кто-то всколыхнул ваши детские там комплексы, страхи, обиды или что-то такое, у вас сразу же в деньгах в минус уходит. То есть только случилась какая-то ситуация, не надо ее прожевывать, там, тратить на это даже несколько недель. Нет, никакие недели, время на минуты идет. То есть быстренько в голове все откинули вообще на физике, сели и проработали. Так, вот здесь мне обидно, почему? Потому что тот этот так сказал, или там, допустим, намекнул мне, или вот он словил белку, просмотрели там ситуацию, если кто практик, да, почему так, к чему эта ситуация для вас, что должны вы быстренько перелопатить у себя и отпустить. И двигаться дальше. Не давайте никому вас сбивать с вашего курса. И вот здесь только перепад в минуса идет, где вы не самоисцеляетесь. Вы здесь в состоянии контролировать свои эмоции сами. Вы здесь управляете, понимаете? Вы должны управлять не просто пространством. Управляя собой, вы управляете этим пространством и событиями в вашей жизни. А по финансам, когда в минуса только чуть-чуть энергия не сходит, вы это ощущаете и должны исцелять это.
Да, здесь очищение у вас. Здесь у вас трансформации идут. Здесь у вас и период трансформации, и как определенный урок. У кого было по деньгам, это вам звонок. И вот, как я уже сказала, когда вот человек заставляет вас, ну, допустим, вам неприятен человек, но определенная ситуация принесет вам какие-то блага, какую-то пользу. И вы понимаете, что, блин, нужно потерпеть. Вот иногда, ребята, нужно потерпеть. Но как потерпеть? Сделать о человеке выводы, отпустить, не жевать это внутри, понимаете? Не пропускать через себя. Здесь возрождение, вот как знаете, феникс, как сгореть, да, и из пепла воскреснуть вновь. И это буквально за считанные часы у вас в душе, в голове должно все пройти. Дабы вы не тратили время, понимаете? Вы зацикливались в таких ситуациях, то есть долго, очень долго не могли их отпустить. Еще здесь, знаете, у вас внутренняя борьба по поводу поиска справедливости. У кого-то может проиграться, что что-то не получается вот с законом решить, да, вы понимаете, что справедливость должна быть на вашей стороне, а никак не выходит. И вы должны понять, что все равно, вот поймите, проиграв бой, вы выиграете войну в итоге. Только нужно разобраться, для чего вам вот эта выносливость нужна, понимаете? Вам тоже это по справедливости ситуация. Значит, где-то вас занесло. Сейчас даже малейший, ну, вот такой вот скачок не туда. И сразу же прилетает звоночек такой. Тем более, кто на высоких вибрациях, карма срабатывает мгновенно, если хотите. То есть нужно быть очень аккуратным и осторожным. Здесь вопрос сотрудничества с людьми. И знаете, что еще? Не бойтесь говорить то, что думаете. Не бойтесь оголять ни свои чувства, ни чужие. То есть все, что думаете и как думаете, так и говорите. Здесь знаете, почему к вам пришла эта ситуация, где вам теперь приходится что-то терпеть. Вы очень долго молчали и не говорили о своих желаниях, о своих намерениях, о своем видении, понимаете? Здесь как обесценивание идет вас как лидера. Пытаются занизить ваши возможности. Есть еще такой момент, что кто-то пытается вам накинуть пьянство. Ну, чтобы вы пили, да, сливали туда свою энергетику. Ну, удивительные люди. Но они вас по-своему видят. То есть, ну, здесь четкое указание, что человек сам может управлять, понимаете.
вам, ну, короче, вам это не суть важно. Вы, скорее всего, меня смотрят те люди, которые вообще к алкоголю не имеют никакого отношения. То есть от слова совсем вам не интересно. Вот, не интересно. Да, здесь воссоединение с определенными энергиями вашего рода. Здесь какой-то новый виток сотрудничества с вашими предками. Здесь плюс наполнение как финансовое идет, то есть из жизненных ваших ресурсов. И если вы правильно справитесь с ситуацией, то есть на данный момент вы должны не бояться говорить о своих мыслях, о том, как вы и что думаете. Это раз. Во-вторых, никому не позволять вводить вас в состояние вот этой выносливости. Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Вот так. Еще что здесь говорят, глядите, ребят, может быть и новое знакомство в вашей жизни. У кого это партнерские отношения, то есть следите, пожалуйста, за своим 15-м арканом и постарайтесь в верном русле выстроить эти отношения с человеком, да, есть все шансы как бы. Но здесь движение в неизвестность идет. Здесь, знаете, как квантовый прыжок в Таро символом, ну, оракул символом. Вот вы здесь прыгаете. Причем кто-то из вас прыгает в новые отношения, кто-то в новые свои начинания, а кто-то на ментале просто в новые энергии переходит, в новое сотрудничество со своим родом. Кто-то начинает новое дело с нуля, вообще не понимая, не зная, как что сложится. Род вам в этом поможет. И здесь вы должны воссоединиться с самим собой, со своей искрой, которая будет вам давать желание, энергию на движение только вперед. Не бойтесь быть спонтанными. Не бойтесь быть такими, какие вы есть. Не нужно это скрывать. Для некоторых здесь еще, знаете, как, не лезьте на рожон лишний раз. Если вы понимаете, что человеку бесполезно что-либо доказывать, не тратьте на это свое время и свои ресурсы. Дайте человеку самому вырыть себе яму. Он это обязательно сделает. И для многих еще здесь проигрывается, что вы не готовы к браку, вам нужно это проработать. Возможно, вам пошлют для этого партнера, чтобы показать вам, что вы все еще умеете любить. Вы уже, видимо, забыли, как это. Вы уже даже не помните и думаете, да, ну, бред сивой кобылы, ай-яй-яй, не-не-не, некогда мне. А тут, оп, нежданчик. И в вашу жизнь появляется некий человек. И что самое интересное, вот здесь нужен будет двойной вам контроль над собой. И в этом вам нужно будет не стесняться говорить о своих чувствах, иначе можете упустить какой-то шанс. То есть, помните, я сказала, будьте самими собой, пожалуйста.
Что нравится, говорите, что не нравится, говорите. Если в плане какого-то сотрудничества не партнерского, да, ну, не любовной сферы касаемо, то есть там лишний раз на рожон не лезьте, ну и не бойтесь высказывать свое мнение. Тут проработка себя тоже идет. Глядите, вы должны стать королевой Пентаклей. Это жена, мать, хозяйка. Здесь вас, ну, род вам говорит, что пришло время. Не только вы умеете охранять свои границы, территорию. Пришло время, видимо, начать, ну, делать закладку на семью. Для многих здесь даже проиграется беременность или рождение ребенка. Но опять же таки, девочки, мальчики, я вас прошу очень серьезно подойдите к отношениям. Не нужно очень спешить воссоединяться по нижним центрам. Узнайте вы человека, прежде чем это делать. И даже если все идеально, вот не торопитесь, понимаете? Вот пелена первая спадет, и потом вот... То есть, ну, давайте я вам скажу, как есть. Реально начинаешь узнавать человека спустя полгода знакомства и общения. Следующие полгода ты начинаешь понимать для себя, а нравится тебе это или не нравится. То есть находите вы общее что-то, либо не находите. И только следующее, третье полгода, вот там действительно каждый для себя определяется. Да, черт возьми, это мое. Или же, да ну нет, валю-ка я отсюда. Вот как хотите. Хотите верьте, хотите нет. Можете проверить на личном опыте. Шанс у вас, собственно говоря, будет на это. Так, а ну-ка, по оракулу теней. Фу, столько информации для третьего варианта. Прям. А ну, секунду еще. Ну да, вы здесь человек, который умеет влиять на эмоции других. Ну и свои эмоции нужно научиться держать в узде. Это не говорит затравить себя, да, и не эмоционировать. Это принять эмоцию, пропустить через себя и отпустить. Новости какие-то вам будут. Новости о том, что вас поставят на выбор. Новости вам дадут, знаете, кто новость передаст? Ваши, тут могут быть и духовные наставники, и ангелы, хранители рода, и ваш род, и вот человек, которому вы безмерно доверяете, человек, который знает то, в чем вы даже, ну, сами себе порой боитесь признаться, а этот человек о вас знает, и он не предаст, он не откроет ваши тайны, секреты. Вот через какой-то такой самый светлый образ вам покажут, дадут знать о том, что скоро вы станете на выборе. И вы должны выбрать. Либо вы идете в новое, вы сигаете из этой пропасти, прорабатываете свои страхи. Здесь, опять же таки, я повторюсь, здесь есть страх построения отношений и семьи. То есть это вопрос доверия партнеру. Или же вы, ну, дальше боитесь, да, и сидите в этом всем, сопли жуете, либо же вы идете в новое. Тем самым прорабатывая себя, у вас появляется этот шанс. Шанс на
удачное партнерство. Ну-ка, давайте посмотрим, что за партнерство. Да, ребят, партнерство, глядите, карта партнерства выпала даже. Отличное партнерство, ребята. Мужчина, если девочки смотрят, будет достойным. Только дайте ему и себе время проявить себя. А если мальчики смотрят, мальчики, девочка будет достойная. Возможно, такая же, как вы, которая не сразу будет вешаться на шею, доверять и, также будет смотреть и присматриваться к вам. То есть здесь, знаете, как, у вас достаточно знаний, чтобы понимать, как верно выстроить достойные отношения с достойным человеком. Разобраться, достоин ли будет человек, понимаете? Здесь власть в ваших руках. Кто с огнем работает, продолжайте. Вы и есть огонь, понимаете? Здесь также меня могут смотреть люди, которые огненных знаков зодиака, но это не обязательно, у вас есть внутренний огонь. Либо же вы энергеты, то есть... Вот еще что на защиту. Помните, я вам говорила, что есть люди, которые пытаются вас в вынужденные, скованные обстоятельства ввести. Не позволяйте им этого сделать. Вот пришло какое-то чудо-юдо, попыталась занизить ваши возможности, да, ваши умения, вообще в любой сфере, неважно там. Вот обидно, досадно проработали, приняли, отпустили и быстренько ушли в то, что вас радует. Вот это и будет помогать вашим защитам, кстати. Защиты ваши будут наполняться. Да, ребят, здесь кармические затыки есть. Вы либо выметаете свои страхи и уходите от проклятия, либо же сидите. Здесь затыки кармического плана, здесь род начудовеял в свое время. И поэтому у вас, возможно, не получалось выстроить нормальных отношений семейных, да, возможно, вообще недостойные партнеры попадали. Здесь род начудовеял, но у вас появляется шанс изменить это. И род вам, помогает, как может. Они вот реально, они осознали свои проебы, и хотят, чтобы вы не повторили их ошибок. У вас есть шанс, понимаете? Они очень много чего отдали для того, чтобы вы сейчас здесь, сегодня, имели этот шанс на встречу с достойным человеком. Там просто, знаєте, усі за вас дуже вболівають. Знаете, прям как переживают очень сильно ваш род. Поэтому вот всякими способами смотрите за намеками внешнего мира, вашего внутреннего, да, следите за внутренним балансом. И признавайтесь даже сами себе, вот не бегите от проблем. Проговаривайте их вслух хотя бы сами для себя. Кто продвинутый, пожалуйста, к психологу. Есть куча еще других методик, как это все отпустить. Блин, третий вариант. Вот род просто еще уверенней. Ребят, тут будет все по справедливости, но знаете,
Будьте уверены в каждом своем шаге, вот мне хочется сказать. Не сомневайтесь, не бойтесь просрать какой-то шанс. Будет еще. Понимаете? Через время, возможно. Может быть и сразу. Все может быть. Но здесь вот больше доверяйте интуиции, своему чутью. Возможно, здесь придется еще со сплетнями, с какими-то побороться вам. В каком плане? Ну, допустим, вы встречаете человека, а кто-то другой о нем что-то вам говорит, и вы как бы, ну, еще толком его не знаете, да, и у вас вот эти сомнения. Но если вы смотрите на человека и понимаете, что, блин, нет, он на это не способен, доверяйте себе, а не кому-то. Больше уверенности в своей интуиции. Глядите, третий вариант. Если не переступите свои страхи, не пойдете в новые отношения, да, тут у вас пойдет изучение, конечно, магии, возможно, даже работа с темными из вашего рода ребятами, они вам какие-то знания будут передавать, и там уже будет урок на том, ну, на то, справитесь ли вы. Да, вам-то дадут по карме бразды правления, все классно будет. То есть, ну, знаете, тут или же вы прорабатываете свои страхи, да, либо же ударяетесь в изучение эзотерики, к примеру. Но и то, одно другому не мешает. Вопрос в том, помните, я вам сказала, вы творец. Вы должны научиться управлять своими эмоциями и управлять своей судьбой. Да, ребятушки, здесь какие-то проработки старого, возможно, конфликтные ситуации в общении с людьми. Для того, чтобы вы проработали себя. Правда на вашей стороне. Род на вашей стороне. Здесь... Возможно, какая-то личность на данном этапе вас заставила снова подумать о том, что людям не стоит доверять. И сейчас к вам в жизнь появится новый человек, и если вы зациклитесь на этой мысли, на вот этой программе родовой негативной, что людям доверять я не хочу, не стоит на это даже тратить время, я лучше уйду в изучение, да, это ваше право, но останутся непроработанные затыки и... Сами же понимаете, если не здесь и сейчас, то там и потом, но их придется проработать, но, возможно, в более усугубленном варианте для внутреннего вашего состояния. Разбалансировка будет более жесткая. Поэтому здесь выбирать вам. Но, в принципе, я же сказала, одно второму может не мешать, понимаете? Научитесь выставлять границы, говорить все, что вы думаете, как есть. Честно, открыто, вот так и хочется сказать, доверьтесь, блин, несмотря ни на что. Вот доверьтесь. В очередной раз, да. В конце концов, вы это уже делали, вас предавали, вы это пережили, да, если уж на то пошло. Ну что, разом больше, разом меньше, какая хрен разница, зато вы сами перед собой останетесь, знаете, вот честными в том плане, что пофига, я попробовал опять. То есть, ну все равно я пробую доверять людям, да, все равно я вижу в них хорошее, несмотря ни на что. Ну, оказался говном, значит, оказался говном, дело-то твое. А вдруг не говно, понимаете? Вот в чем секрет-то. Вот интрига. Интересный третий вариант, конечно, такой. Ребят, здесь для кого-то вплоть до венчания может дойти у вас.
Но, ребятушки, какими бы вы сильными не были, высшие силы и в сотрудничестве с вашей родовой ветвью прекрасно знают, где у вас болит. И они, поверьте мне, туда надавят. Они вас предупредят о том, что что-то болезненное внутри вас вам нужно проработать. Нельзя от этого убегать вечно. Время еще есть у вас подготовиться. На распутье будете стоять. Тут вообще мне что-то не ясно. Я спросила, а что за распутье, но глядите. Либо же уходить вот, ну, в разочаровашки свои, да, жалеть себя. Тут вообще как-то странно так. Либо же... Вас тут предупредят о лицемерии. И знаете, здесь еще такая ситуация. Не позволяйте себя втянуть в треугольники. То есть уважайте себя настолько, чтобы в любой момент встать и выйти из зала. Грубо говоря. Здесь еще что-то, но я не могу уловить, что еще идет. Какая сюжетная линия, о чем еще говорится. Здесь как помесь, понимаете? Помните, говорила, доверяйте своей интуиции. Есть еще момент того, что будет еще один человек, то есть, возможно, два знакомства. И вот кто-то из них окажется такой же бедой и огорчением, как то, что у вас было в прошлом, а кто-то будет достойным. И к одному, знаете как, он вам или доверится, или что-то такое, и ваша задача будет, как проявить сострадание, там человек будет разочарован в определенных тоже вещах в жизни. Вы, возможно, ему даже чем-то поможете справиться с этими разочарованиями вот за счет вашего сострадания. Если вы его не потеряете, вот в этой вот выносливости, да, если вас сейчас, ну, люди определенные не собьют,
То есть это как, знаете, подготовка такая специфическая, вот через определенную ситуацию сейчас, где вас вывели на то, что вот, да, все говно, не хочу никому верить, и пошли вы, я сам себе пиздатый друг. И тут же вам дают человека, возможно, даже двоих, понимаете, где вы должны, вот высшие будут проверять, а теорию вы знаете, а на практике сумеете ли ее применить, да, как правильно, кому правильно, достойному вы человеку, либо недостойному будете отдавать свой ресурс. Вот в чем вопрос. Интересно, конечно, так интересно. Причем о том, кто явно не ваш вариант, понимаете, тот, кто идет для проверки на вашу вшивость, о нем вам будут давать подсказки. И там еще человек очень просит даров судьбы от высших сил, а не получает их. И получается, он придет, как знаете, на вас, как на лакомый кусок. И будет лицемерить с вами. Ваша задача разобраться, кто с вами искренен, а кто нет. А вот тот, кто ваш, там будет идти работа на ваше искушение. Там вы должны будете себе признаться, для чего вам партнер. Для любви, либо же для финансовой поддержки. Да, ребятки, жесткач в третий вариант. У вас реально, мать его, жесткач. Потому что, ну, по внутренним вам очень тяжело это будет. Какие-то у вас еще остались иллюзии, но будете их прорабатывать. Возможно, вы долго были в одиночестве, потому что там вам делалось на то, чтобы вы были в этом. Плюс вы тоже не святая Магдалена, да? Или Магдалина, я уж не помню, пардон, что-то ее вспомнила. Вы свое определенное чудили в свое время и прорабатывали это. Ну, то есть святых в нашем мире вообще в априори не существует, как бы, да? То есть мы это все прекрасно понимаем. Что хорошими людьми не становятся просто так. Они просто смогли справиться с внутренней злобой. И сделать ставки на самого себя, на свою духовность, если хотите. Да, своеобразные уроки вы будете проходить, ребят. Смотрите, будьте осторожны. Здесь еще искушение будет на жадность у вас идти. Возможно, партнер будет настолько для вас благоприятен в плане достатка, что вот вам крышу может снести. Да, путь сложный, господа. Ну что ж, ну надо пройти, значит, ну надо пройти, ребят. Это своеобразные уроки.
Здесь будут и вас на надменность проверять, и на жадность, и на то, какой вы путь выберете. Род вам будет помогать. Будьте достойны. Вот хочется сказать, будьте достойны, понимаете? Если не просрете, здесь род вас будет защищать. И плюс, вот не просрете, получите человека, который вас будет оберегать как нечто в прямом смысле святое для него. Там и неупокоенные, и предки, и темные из вашего рода, они вам помогут, подскажут, если вы совсем уже будете волком выть, да, и вот, ну, бывают ситуации, когда действительно вот, ну, клинит, и не можешь разобраться, что есть что, где на самом деле, кто из себя что представляет. В любой непонятной ситуации к роду, обращение к роду. Понимаете, ну, не делайте поспешных выводов, не принимайте скорых решений, все обдумывайте. Тем более, если вас ставят перед выбором, вот, да, вот, ну, блин, я не знаю, давайте я так вам пример приведу, да, вот, встречаются, вот, девочки, давайте на вашем примере, встречаете вы партнера, который такой, ну, опа, запрягли коней, поехали со мной в другую страну, люблю тебя, не могу, туфли куплю, короче. Вроде бы и человек классный, да, и вроде бы тот, которого вы ждали, но, понимаете, ведь достойные люди, они тоже проверяют остальных. И это своего рода проверка вас. Поведетесь ли вы на это искушение, да, там, денежного благополучия, либо что-то еще, там непростой человек тоже будет. Ну и плюс параллельно какой-то гоп-стоп, который захочет подпитаться вашими ресурсами. Ваша задача разобраться в этом всем, разложить все по полочкам, то есть, чтобы все было по феншую, давайте так скажем. Да, нелегко будет. Здесь я прям по энергиям чувствую, у вас внутри будет, ну, просто расколбас. И параллельно с этим выбором, понимаете, здесь достойный человек вам устраивает проверки, недостойный человек пытается вас подмаслить, да, как-то, ну, влезть в вашу жизнь. И третьим ходом у вас просто внутренняя трансформация в этот промежуток времени валит параллельно. И, ну, знаете что, мне кажется, здесь смотрят меня те люди, которые на днях ляпнули фразу «Боженька, а что-то мне скучно живется». Понимаете, вот, вот что-то из этой области. И здесь именно вашего уровня вам будут дан парк аттракционов, где высшие силы говорят: на, держи, распишись, ты заскучала, и пора бы тебе прокатиться, да, новые впечатления получить. Так что, ребят, будьте бдительны и вот достойны, понимаете, достойны. И будет тогда вам счастье. Знаете, какая еще фраза идет? Не бойтесь потерять то, чего у вас еще нет. Слова словами, следите за действиями и поступками человека. Фу. Выдохнули. Ребятки, добра вам этого мира. И вот по третьему варианту стойкости вам. Вот просто, да, стойкостью. Пока-пока.